Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Благодарю вас. Спасибо. Уважаемые коллеги, друзья, дамы и господа, рад приветствовать участников третьего международного форума будущих технологий. По сложившейся традиции здесь, на этой площадке, намечаются передовые рубежи научного поиска. Обсуждаются идеи, которые еще только кристаллизуются, взвешиваются в лабораториях и научных центрах. Но совсем скоро, я в этом нисколько не сомневаюсь, будут преображать и преобразят мир. Тема нынешнего форума – химия и применение новых материалов. Это действительно обширные, как часто говорят сегодня, сквозные направления. Они во многом определяют движение человечества вперед, осуществление самых смелых замыслов инженеров и конструкторов. Сейчас в этих областях происходят стремительные изменения, которые, в свою очередь, создают почву, подстегивают следующие, еще более революционные открытия. В здравоохранении, промышленности, в микроэлектронике, в создании беспилотных систем во всех, без исключения, сферах. Совершенно очевидно, чтобы быть в числе лидеров по ключевым направлениям научно-технологического развития, а именно такую задачу мы ставим перед собой, нам нужно добиться в том числе превосходства в области химии и создания новых материалов. Это означает, что нужно предлагать конкурентные и по цене, и по качеству, а главное, инновационные решения и продукты. Иметь собственные, уникальные технологические ключи, которые позволят выпускать, экспортировать на глобальные рынки не первичное сырье, а продукцию самых высоких стандартов. Особо отмечу, что в нашей истории есть опыт решения задач такого же масштаба и такого же значения. В 60-е и 70-е годы XX века во многом благодаря усилиям Леонида Константова, это имя мало кто знает сегодня, мало кто помнит, но в среде специалистов наверняка сразу отреагирует на эту фамилию, на это имя. Он был министром химической промышленности СССР. Так вот, тогда были запущены именно сотни передовых заводов, созданы специализированные научные институты и конструкторские бюро. По общему объему производства советский химпром занимал первое место в Европе и второе место в мире. Однако это наследие во многом было растрачено и растранжирено. Говорю это с огромным сожалением. Стыдно, честно говоря, стыдно перед теми людьми, которые всю жизнь свою положили на то, чтобы создать химическую промышленность Советского Союза, работали на будущие поколения, жили в кабинетах, а кабинеты свои перенесли на колеса, жили в железнодорожных вагончиках, переезжая по всей огромной территории Советского Союза. Из одной республики в другую, не доедали, не досыпали, создавали химическую промышленность СССР. К сожалению, после распада Советского Союза были остановлены, а порой просто разрушены важнейшие предприятия. Их оборудование было вывезено, порезано на металлолом. Вместе с деградацией собственной химической индустрии мы попали и в сильную внешнюю зависимость, утратили значительную часть промышленного технологического суверенитета. Поэтому на своем негативном опыте понимаем, к каким проблемам системного характера приводит уязвимость в области химии. Пришлось в буквальном смысле пересобирать заново многие технологические производственные цепочки, строить новые предприятия, чтобы самостоятельно производить продукты глубокой переработки. Так, в Тюменской области на базе Тобольского нефтехимического комбината были построены новые мощности, и в 2019 году запущен современный нефтехимический комбинат «Запсибнефтехим».
Ведется строительство Амурского газохимического комплекса, других предприятий, что позволит уже в ближайшие годы значительно нарастить выпуск полимеров ключевого продукта нефти и газохимии. Добавлю также, что после очистки, рекультивации территории в городе Усоль-Сибирском в Иркутской области планируем создать здесь современный федеральный центр малой и среднетоннажной химии. Для людей, не связанных напрямую, далеких от специфики отрасли, скажу, что речь идет о выпуске в небольших, но необходимых объемах специальной химической продукции, смол, растворители и так далее, без которой попросту невозможно развитие микроэлектроники, фармацевтики, многих других критически важных сфер. Также сквозным направлением являются и катализаторы. Это основа основ химии, вещества, которые определяют скорость реакции. Важно обеспечить не только разработку, но и последующее тестирование, опытное производство, а затем и широкое промышленное использование и масштабирование отечественных решений. Для поддержки таких проектов на базе знаменитого института катализа имени Боревского в Новосибирске уже формируется специальный научно-технологический кластер. Это серьезный шаг в развитии всей сибирской научной агломерации, как одного из ключевых центров создания технологий будущего в области химии. Уважаемые коллеги, чтобы соответствовать динамике прогресса, глобальной конкуренции, нам надо кратно нарастить потенциал отечественной химической промышленности и смежных отраслей. Выстроить полный цикл от поиска и разработки новых месторождений, в том числе редких и редкоземельных металлов, добычи и глубокой переработки полезных ископаемых до выпуска высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью. Здесь есть над чем работать. У нас, в принципе, все, что нам нужно, есть у нас. Нам нужно только заниматься этим целенаправленно, создавать условия для бизнеса, вкладываться в инфраструктуру. Но литий до сих пор не добываем. А как без него развиваться-то? Это же очевидно для специалистов. А можем это делать. И могли бы делать еще 10 лет, 15 лет назад. Решать эти задачи мы должны на принципиально новом технологическом уровне, применяя достижения в сфере искусственного интеллекта и робототехники. Другие инструменты, направленные на повышение производительности труда, в том числе и в науке. Нашим серьезным преимуществом призвана стать и доступная энергия, одной из крупнейших в мире сетей атомных гидро- и теплоэлектростанций, что позволяет строить производство во многих регионах нашей страны. Разумеется, нужно это делать с соблюдением самых жестких природоохранных норм, используя современные экологически безопасные решения. Направления, о которых говорю, сложные, первостепенной важности, поэтому в области новых материалов и химии в текущем году запущен новый национальный проект технологического лидерства. Только из федерального бюджета на его реализацию с 2025 года до 2030 планируется выделить почти 170 миллиардов рублей. При этом сумма инвестиций компаний реального сектора экономики может составить порядка 1 триллиона рублей. Думаю, что это вполне абсолютно реалистичные вещи. Я с собственниками, с руководителями компаний встречаюсь иногда. У них очень такие амбициозные, хорошие планы. И мне нравится такой настрой. Глаза горят у людей. Тут здорово. Будем поддерживать. И дальше будем настраивать механизмы поддержки частных инвестиций, в том числе в сектор исследований и разработок. Уже не раз говорил, что внешние проблемы, санкции при всех вызовах и сложностях для нас сыграли важную стимулирующую роль. Российские компании теперь все чаще обращаются к нашим ученым, и такую помощь от них получают. Причем отечественные решения часто оказываются эффективнее зарубежных аналогов. Чтобы обеспечить современную правовую основу для кооперации исследователей и квалифицированных заказчиков, принят закон о технологической политике. Он вступает в силу летом текущего года. Уже говорил и ставил такую задачу вместе с бизнесом. Нам нужно нарастить финансирование науки до 2% ВВП. Крайне важно направить все дополнительные ресурсы на поддержку именно перспективных, прорывных направлений научно-технологического развития. Так, в области химии и новых материалов было бы недальновидно и ошибочно довольствоваться только простым замещением технологических
процессов, которые уже освоены где-то там за рубежом. Что важно, разумеется, нужно все иметь в виду, все достижения использовать, свои платформы нужно развивать. Вот сейчас на выставке специализированной обещали мне коллеги, покажут о том, как мы идем, куда двигаемся. Как мы и договорились в декабре прошлого года, на Совете по стратегическому развитию национальным проектам нужно сформировать планы по ключевым направлениям, которые обеспечат превосходство страны, в том числе в области химии и современного материаловедения. Важно определить глобальные, головные научные организации, которые возьмут на себя ответственность за проведение фундаментальных исследований. Компании, которым предстоит внедрять технологии будущего, выстроить подготовку кадров в области химии под задачей технологического лидерства, причем на всех уровнях образования, от школ до вузов. Вот у нас, к сожалению, количество преподавателей химии в школах сокращается. Количество ребят, которые выбирают химию как основную базовую дисциплину, сокращается. Количество в процентах количество преподавателей химии свыше 65 лет увеличивается. И в вузах надо посмотреть, что происходит самым внимательным образом. Я прошу максимально включиться в формирование таких планов Российскую академию наук, представителей бизнеса, профессионального, научного, образовательного сообщества. Важно, чтобы и дальше действовали слаженно, как настоящие партнеры, понимали ответственность за результаты. От них зависит и реализация всех, без исключения нацпроектов технологического лидерства. Наших планов по Дальнему Востоку, Сибири, Арктике, да, по развитию всех регионов Российской Федерации. И, безусловно, решение задач безопасности и повышения качества жизни людей. Ну, о безопасности и говорить нечего. Я уже публично высказывался, говорил об этом. Ну, вот весь мир говорит про орешник, да, а на материалы-то какие? Температура на этих боевых головках соответствует температуре Солнца, температуре на поверхности Солнца. Ну, мы же понимаем, да, с 80-х годов еще разрабатывали системы, значит, планирующего блока летающего. Авангард мы его назвали. Там сопоставимые температуры, чуть меньше, чем на поверхности Солнца. В конце 80-х годов еще задумались о том, чтобы сделать такие системы. Не могли, потому что не было материалов. Вот в чем была проблема. Он летит и плавится, как эскимо. И сигнал на управление проходит. Это результат работы над новыми материалами. Так же, как вот, закрыли нам в свое время, совершенно необоснованно, закрыли наши совместные там, договоренности по МС-21-300. Вот спасибо специалистам Росатома, сделали материалы и для крыла, и для фюзеляжа. Да, немножко вправо сдвинулся проект, но все сделали своими руками, своей головой, и все пошло. Вот нужно по всем другим направлениям также активно и созидательно трудиться совместно. И я прошу правительство подумать над тему о том, как нам отрегулировать взаимодействие наших предприятий и предприятий наших конкурентов, с тем, чтобы обеспечить национальным производителям определенные преимущества. Да, в рамках ВТО, но тем не менее нам же создали определенные трудности, и мы можем соответствующим образом отрегулировать возвращение на наш рынок тех, кто хочет вернуться, создавая и оставляя преимущества для собственных производителей. Надо сделать это тонко, аккуратно, но нужно сделать обязательно. Вот Денис Валентинович сидит, кивает головой, мы с ними на этот счет говорили. Так же, как я уже говорил об этом, так же, как в области сельского хозяйства, когда сельхозпроизводители нас упрашивали, только никого не пускайте на наш рынок, мы сами все сделаем. Ну, кроме бананов, конечно. Ну и бананы тоже начали выращивать. Дороговато, правда, но ни к чему. А в области промышленного производства точно совершенно нужно все продумать. Надо самым внимательным образом к этому отнестись, чтобы не утратить тот потенциал, который создан нашими недоброжелателями, вводившими против нас санкции. И вот я уже сказал об этом, еще несколько примеров.
чтобы развивать машины и авиастроение, ракетно-космическую программу. Нам понадобятся композитные материалы и сплавы с уникальными характеристиками. Только что об этом говорил. Новые средства защиты растений из другой области для решения задач продовольственной безопасности. Долговечные, долгосрочные, безопасные системы передачи и хранения энергии для беспилотников, для новых видов транспорта. Более прочные и энергоэффективные материалы для строительной отрасли, для адаптации к изменениям климата. Новые соединения, биоматериалы и прототипы органов и тканей человека для внедрения передовых методов лечения в здравоохранении. Повторю, я назвал лишь отдельные направления. При этом отсутствие результатов даже по одному из них, вот что хочу подчеркнуть особо, что называется, как за ниточку потянет вниз и все другие проекты. Вот я приводил пример МС-21-300, да? Не было у нас материалов для крыла и для фюзеляжа. Ну и весь проект встал. И по другим направлениям тоже все затормозилось. Мы просто это все видели своими глазами. Все, вот это опыт нашей работы вот прямо за последние 2-3 года. По всем ключевым технологическим направлениям нужно выстраивать всестороннюю координацию, безусловную взаимосвязь всех наших шагов и мероприятий. Предлагаю обеспечить надведомственный механизм управления технологическим развитием и прошу правительства предложить соответствующие структурные решения. Уважаемые коллеги, все наши планы по созданию решения будущего в области химии, материаловедения основаны на огромном потенциале наших научных и инженерных школ. Их традиции были заложены еще в Российской империи. Я говорил вот о Советском Союзе, но традиции закладывались в империи в российской еще в 19-м, в начале 20 века. Развивались, как я уже только что сказал, и в советское время. Думаю, что Михаил Валентинович Ковальчук, который сейчас меня встречал, мы с ним перекинулись несколькими словами, и другие участники пленарного заседания обязательно расскажут о том, как на современном этапе приумножаются достижения в области химии и материаловедения, полученные в рамках космического атомного проекта, а также в ходе исследований в области энергетики будущего, термоядерного синтеза, который возглавлял Евгений Павлович Велихов. Считаю необходимым посвятить памяти этого выдающегося мыслителя и сына Отечества новый конкурс Российского научного фонда для ведущих ученых. Объем гранта на 5 лет составит от 250 миллионов рублей до полумиллиарда рублей. Крупнейшие отечественные компании будут софинансировать эти гранты, выступят прямым заказчиком прорывных технологий. Что касается направлений поддержки, они будут ежегодно меняться. В текущем году предлагаю объявить такой конкурс на создание уникальных материалов и изделий из них для автономных источников энергии, силовых и энергетических установок, а также для устройств и систем обработки информации, необходимых в том числе для развития искусственного интеллекта. Совершенно очевидно, что эта технология уже определяет развитие всех сфер, производит настоящую революцию, в том числе в химии и в материаловедении. За счет внедрения искусственного интеллекта, компьютерного моделирования в нашей стране нужно, и это вполне реально, уменьшить до 50 лет, а в перспективе до 2-3 лет сроки разработки и внедрения новых материалов. Для этого у исследователей, инженеров должен быть необходимый массив данных о существующих материалах и их компонентах. Предлагаю выстроить механизмы нормативно-правового регулирования их оборота, включая сбор, хранение, обработку, передачу и использование. Добавлю, что колоссальные массивы данных, передовые знания о новых элементах и материалах будут получены в ходе исследований на отечественных установках класса Мегасайенс. Они позволяют изучать материю, специалисты знают, буквально на атомарном уровне. Особо подчеркну, некоторые комплексы, которые находятся в нашей стране, как, например, Ника в Дубне или ПИК в Ленинградской области, уникальны, не имеют аналогов. В ближайшее время планируем осуществить технологический пуск еще одной мощной установки – «Скифа». Она существенно расширит функционал, спектр возможностей российской исследовательской инфраструктуры.
мы, безусловно, приглашаем и зарубежных ученых к совместной работе. Вот в Ленинградской области я был несколько лет назад, да, там уже работали специалисты из Европы, причем в тех странах, где сворачивали использование атомной энергии, и, соответственно, сворачивались постепенно и исследования в этих областях. Ну, у нас они с удовольствием работали. Надеемся, что эта практика продолжится. Наши двери открыты, мы всегда рады нашим друзьям и коллегам. Подчеркну, хорошо понимая, что равноправный и открытый международный обмен в научной сфере – это один из главных факторов укрепления многополярного мира. Будем и дальше содействовать объединению усилий исследователей, инженеров из стран Востока и Юга для решения масштабных экспериментальных, теоретических и, безусловно, практических задач. Так, объединение БРИКС уже фактически является платформой социально-экономического и технологического развития глобального уровня. При этом мы не собираемся возводить барьеры для партнерства с западными учеными. Надеемся, что и западные политики поймут пагубность практики ограничения сотрудничества в области науки и образования. Важно, чтобы глобальное развитие было справедливым и сбалансированным. Поэтому необходимо добиваться дальнейшего индустриального, технологического прогресса и при этом снижая негативное воздействие на окружающую среду, сохраняя хрупкую экосистему планеты, ее животный и растительный мир. Конечно, мы будем исходить из необходимости применять именно такие технологии. Не случайно в центре особого внимания сейчас передовые решения в сфере генетики, био- и природоподобных технологий, а также создание материалов, которые воспроизводят процессы живых систем. В целом речь о формировании принципиально нового явления, новой реальности – биоэкономики. Эта тема важнейшая, ключевая с точки зрения качества глобального роста. Предлагаю посвятить вопросам биоэкономики следующий форум будущих технологий, если, конечно, коллеги сочтут это возможным и интересным. Мы приглашаем к участию в нем представителей науки, образования, бизнеса со всего мира. Мы открыты для сотрудничества. Уважаемые друзья, искренне рад, что в нашей стране разворачивается откровенная, глубокая дискуссия ученых, инженеров, представителей бизнеса. Это свидетельство открытости России и, безусловно, нашего особого внимания к вопросам научно-технологического развития. Пожалуй, ни один эксперт не возьмется предугадать новые решения, которые будут открыты, изобретены даже в ближайшем будущем. Но есть то, что мы можем точно сделать. Это обеспечить нашу действенную поддержку ключевым технологическим направлениям, особенно важным, полезным для граждан, для общества, для экономического роста. Именно в таком ключе мы и намерены работать. Надеюсь, что уверен даже, что в таком ключе у вас и идут дискуссии на сегодняшних мероприятиях. Благодарю вас за внимание. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Спасибо большое за такое вот представление. И, Владимир Ильич, я хотел вас сначала поблагодарить за то, что вы в таком графике, который всем понятен, нашли время принять участие в нашем форуме. Сам факт вашего участия говорит о том, как относятся в нашей стране к науке и технологиям, и вообще ко всей этой сфере. И сегодняшний наш форум, конечно, имеет уже совершенно другой уровень. Спасибо огромное. Вы знаете, вот я, прежде чем предоставлю слово первому спикеру, хотел сказать буквально несколько слов. Вы знаете, вот все в жизни материально. И вот Владимир Владимирович, когда объявил о начале специальной военной операции, фактически, если отбросить все остальное, там был только один важный факт. Это было напоминание миру о том, что он материальный, и мы существенная часть этого материального мира. И вы знаете, вот любая мысль человеческая, она приходит в общество, к человеку только через создание материала. Если у художника возник образ картины в голове, ему нужен мольберт, краски, холст, чтобы это изобразить. Композитору нужен музыкальный инструмент, ноты и так далее. То есть через создание материала
любая человеческая мысль оказывается доступной обществу. И у нас фактически, когда спрашивают про развитие науки, технологий, какие приоритеты, их всегда два. Первый – это материя, и второй – это энергия, которая нужна, чтобы эту материю сделать. Как-то вот у нас была беседа с Владимиром Владимировичем, он мне сказал, есть третий приоритет. Вы сказали интеллект, душа. И вот интеллект и мысль человека. И мне кажется, что в нашей стране всего этого более чем достаточно. И интеллекта, и энергии, и, значит, материи. Если бы мы не умели создавать материю, мы никогда бы материалы с заданными свойствами, мы никогда бы не реализовали атомно-космический проект. Это демонстрация наших возможностей. Я хочу, предваряя выступление представителя Курчатовского института Владислава Валерьевича Антипова, сказать вот одну вещь. Что произошло? Вот мы говорим о природоподобных технологиях, вы упомянули их в докладе. Ведь, понимаете, мы как бы вот думаем и двигаемся, говорим о природоподобии, а само развитие жизни фактически привело к созданию этих технологий. Вот сегодняшний мир технологий устроен очень просто. Мы отрезаем, мы идем сверху вниз. Мы отрезаем лишнее. Дерево срубили, ветки отрубили, бревно отрубили, брус, дальше там паркет и так далее. Вы сделали слиток, поставили на станок, все лишнее отрезали. При сегодняшнем способе производства до 80% энергии и материи идет в отвал, по сути, на загрязнение окружающей среды. А природа очень экономна. Она из зерна выращивает огромное дерево, эвкалипт или баобаб. Из клетки живое существо. Так вот, аддитивные технологии – это наглядный пример тому, как сама технологическая логика развития привела нас к созданию, воспроизведению природоподобного принципа. Мы мелкий порошок кристаллизуем или сплавляем с помощью лазера электронного пучка, создавая уникальные вещи. И в этом смысле это ключевой вызов современности создания аддитивных технологий природоподобных. И вторая вещь, вот когда я был студентом или начинал научную работу, 90% статей казались полупроводников, а сегодня 90% касается живой жизни. И поэтому создание биоподобных, биосовместимых материалов является вторым ключевым направлением. Александр Владимирович, расскажите, пожалуйста, о современном состоянии, достижениях и перспективах крупнейшего, позволю себе сказать, в мире материаловедческого центра на базе Курчатовского института. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, глубоко уважаемые коллеги, во все времена реализация самых смелых мыслей конструкторов становилась возможна за счет создания материалов с требуемыми характеристиками. Яркие примеры – это советские проекты, атомный, космический, в рамках которых было создано огромное количество материалов. До настоящего момента никто в мире не смог повторить полет орбитального корабля «Буран», для которого была разработана уникальная теплозащита, которая состояла из плиток на основе волокон кварца. Ну и примечательно, что на 90% эта плитка состояла из воздуха, поскольку он является хорошим теплоизолятором. Вот эти достижения позволили работоспособность обеспечить плитки до температур 1250 градусов Цельсия. Сегодня Российская Федерация является лидером в области обогащения урана центрифужным методом. Но мало кто представляет, что в газовой центрифуге ротор вращается со скоростью 1500 оборотов в секунду. И она должна работать на протяжении 30 лет без остановки. Такое стало возможным за счет разработки специального алюминиевого сплава. Это легкий сплав, но при этом он обладает прочностью стали. Сегодня стратегией научно-технологического развития Российской Федерации определены приоритеты на ближайшие десятилетия. Это и развитие природоподобных технологий, это освоение космоса, освоение Арктики, это создание чистой энергетики. И, конечно, такие задачи должны решаться путем разработки новых материалов, новых технологий. И, как отметил Михаил Валентинович, Курчатовский институт на сегодня, как лидер материаловедения в России, занимается этими разработками. Конечно, сегодня человечество входит в эру биоматериалов. То, что вчера казалось фантастикой, сегодня уже находит свое применение в медицине. В Курчатовском институте разработаны биоподобные материалы. И для регенеративной медицины из этих материалов изготавливаются уникальные изделия. Это искусственная трахея, и каркас сердца, и многое-многое другое. Конечно же, сегодня крайне важно развивать материалы для двигателестроения. Всего несколько стран в мире имеют полный цикл создания газотурбинных двигателей. И наиболее нагруженным элементом двигателя является лопатка турбины.
Создан соответствующий научно-технический задел, который сегодня позволяет получать монокристаллические лопатки. Это лопатки, которые фактически состоят из одного кристалла. И за счет внутренней системы охлаждения, за счет теплозащитных покрытий специальных, такая лопатка работает при температуре газа перед турбиной до 1950 кельвинов. Именно такие лопатки применены в нашем современном российском двигателе ПД-14 для самолета МС-21. Также хотелось бы отметить, что мотогондола этого двигателя на 60% состоит из углестеклопластиков. Эти материалы разработаны молодыми учеными Курчатовского института, и разработка была отмечена премией правительства Российской Федерации. Нашлось применение аддитивным технологиям в двигателе ПД-14. Этими технологиями изготавливаются завихрители фронтового устройства камеры сгорания. Надо отметить, что 21 век стал веком бурного развития аддитивных технологий, поскольку они позволяют создавать изделия с бионическим дизайном за счет послойного наращивания. Это невозможно достичь традиционными технологиями. В Курчатовском институте создан замкнутый цикл аддитивного производства, что позволило сегодня уже изготавливать серийные детали для различных отраслей промышленности. Это и транспортное машиностроение, и топливно-энергетический комплекс, и медицина. Эффективность применения аддитивных технологий можно продемонстрировать вот на одной простой детали: теплообменный аппарат для двигателя ракетного РД-191. Традиционными технологиями он изготавливался 6 месяцев. Это технологии пайки, длительные. Весил он 70 килограмм и комплектовался из 23 комплектующих. Аддитивные технологии позволили реализовать технологию, которая позволяет за один фактический цикл создать этот теплообменный аппарат. Он весит 19 килограмм, и время сокращено фактически в 20 раз. Вот что дают, какую эффективность дают аддитивные технологии. Сегодня ежегодно на опытном производстве Курчатовского института изготавливается более 10 тысяч деталей аддитивного производства. И надо сказать, что за научную составляющую отвечает Курчатовский институт, разрабатываются исходные материалы, технологии синтеза, осуществляется трансфер технологий. Дальнейшее внедрение и промышленное освоение данных технологий, конечно же, целесообразно производить с участием государственной корпорации «Росатом», которая имеет в этом плане мощный потенциал. Таким образом, Курчатовский институт сформирует все необходимые научно-технические заделы, а государственная корпорация «Росатом» уже обеспечит ускоренное их внедрение в производство. Переходя к стратегической задаче по освоению Арктики, надо сказать, что и здесь не обойтись без материалов со специальными свойствами, поскольку такие материалы должны работать в условиях арктических, и мы понимаем, что это низкие температуры, это повышенная влажность, это много чего. В Курчатовском институте созданы хладостойкие стали, которые сегодня позволяют делать корпуса ледоколов. Эти ледоколы преодолевают льды толщиной более 4 метров. Разработаны уплотнительные материалы, лакокрасочные материалы, функциональные материалы, которые не теряют свою эластичность и работают при температурах до минус 60 градусов Цельсия. В целом, созданный научно-технический задел позволяет России сегодня являться единственной державой, которая имеет атомный ледокольный флот. И этот задел открывает возможности и на будущее с точки зрения создания арктических подводных газовозов. В заключение хотел бы сказать, и Владимир Владимирович уже в своем выступлении отметил это, что крайне необходимо в Российской Федерации межотраслевая единая цифровая база данных свойств материалов. Безусловно, это позволит существенно сократить сроки создания материалов, поскольку можно будет моделировать на ранних этапах разработки и структуру, и свойства материала. Это, безусловно, позволит унифицировать материалы для различных отраслей промышленности, а также выработать подходы, которые позволят организовать допуск материалов нового поколения для сложных технических систем. Спасибо за внимание. Я хочу поблагодарить Курчатник за то, что делается. Вы назвали только часть тех работ, которые проводятся в Курчатнике, но их гораздо больше. Неожиданно совершенно Курчатник занялся генетикой и так вот эффективно работает по этому направлению, насколько мне известно. Вот коллега сейчас сказал, думаю, у многих просто проскочила так эта информация. Он сказал о возможности создания подводных газовозов. Знаете, это когда мне Михаил Леонидович пару лет назад упомянул об этом и сказал, ну ладно, не болтай, давай на подводных лодках газ будем возить, что ли. Ничего подобного. Значит, «Газпром» и «Новатэк» считают, что это вполне возможно и рентабельно будет эффективно и безопасно. Потому что все-таки сжиженный газ, представляете, такие
значит, огромные резервуары с сжиженным газом, они очень достаточно опасны. Это же, не дай бог, что случится, взрыв-то какой. Вот, поэтому, под водой нет. Под водой все по-другому. То есть, и оказывается рентабельно, удивительно. Но вот это будущее, конечно, и вполне реализуемый. Конечно, скорость принятия решений и скорость изготовления необходимого оборудования тоже резко увеличивается с использованием современных технологий, в том числе аддитивных технологий, использования искусственного интеллекта. Просто впечатляет, безусловно. Арктика, ну, мы безусловные лидеры там. Многие страны сейчас хотят вместе с нами сотрудничать по поводу производства атомного ледокольного флота. Но это, конечно, невозможно без современных материалов. Двигатели строения. Здесь, безусловно, нам есть над чем работать, много еще нужно сделать по некоторым направлениям. Наши коллеги зарубежные нас, безусловно, извините за моветон, обскакали, но ничего, здесь есть, зато вызов такой хороший очень. Я ни в коем случае не хочу, значит, что-то там лишнего сказать, но тем не менее должен, наверное, не ошибусь, если вас поправлю. Вы сказали о том, что температура в двигателе современном для МС-21 достигает свыше 1700 градусов. Это двигатель ПД-14. А вот для как раз самолета МС-21. А для широкофюзеляжного самолета это уже двигатель ПД-35. И там температура уже свыше 1900 градусов. И все получается. Вот я бы хотел и вас поблагодарить, и тех, кто работает над самим производством. Мы знаем, кто это делает. И пожелать успеху, потому что, ну, все основные уже этапы работы завершены, но нужно помочь коллегам и поддержать их. Вам спасибо большое. Владимир Ильич, я воспользуюсь своим правом. Знаете, я на что хотел обратить внимание. Во-первых, я хотел сказать, когда речь шла об аддитивных технологиях, роль Росатома, вот Алексей Евгеньевич сидит рядом, вообще и Академия, вот здесь и Геннадий Яковлевич. Дело в том, что я сразу прореагирую на то, что вы сказали, мы вот втроем по поручению администрации активно работаем над проектами вот Великовского конкурса, выбирая правильные темы. Это одно. Но я вот о чем хотел сказать. Вообще аддитивные технологии в нашей стране возникли в институте в Шатуре, который назывался, он, по-моему, назывался Институт проблем лазерных и информационных технологий, как-то так. Его директором был академик Панченко и был создан по инициативе Анатолия Петровича Александрова. Так вот, там были впервые, можно сказать, в мире созданы стереолитографы. И вы знаете, на них изготавливали пластиковые копии. Например, когда была идентификация останков семьи Романовых, тогда впервые, когда был генетический, были созданы вот эти части. И в этом смысле там уникальная база осталась. И мы вот обсуждали вместе с Геннадием Яковлевичем и Алексеем Евгеньевичем, если вы поддержали, значит, Росатом выпускает машины для этих аддитивных технологий, разрабатывает, и довольно успешно. Было бы возможным, поскольку там есть колоссальные мощности вот в Шатуре, сделать межведомственный центр аддитивных технологий, в которых мы объединили усилия Курчатского института, Росатома и Академии наук. И мы бы традиции как восприняли, и весь потенциал, который там остался, мне кажется, это было бы очень возможно. Мне тоже так кажется, но нужно спросить Алексея, потому что я знаю, что между Курчатским институтом и Росатомом есть определенная конкуренция. То ли вы хотите к нему забраться, то ли он хочет к вам забраться. Но я, вот, честно говоря, я поддерживаю любые действия, связанные с объединением усилий. Поэтому прошу тоже, Алексей, вас поработать. Можно точку тогда поставить, раз вы дали поручение, и мы неделю на эту тему. Мы с Алексеем Евгеньевичем под телевизор 3 дня назад с Геннадием Яковлевичем подписали соглашение и создали по вашему поручению прямому Совет по стратегическому развитию Росатома и Курчатского института. То есть у нас никаких противоречий нет, я публично, я думаю, Алексей Евгеньевич может это подтвердить здесь. Да. Только единение. Что создали? Совет по стратегическому развитию. Совет да любовь. Да.
Значит, вот я хочу представить слово Александру Игоревичу Чернову, руководителю научной группы Российского квантового центра. Но вот я перед тем, как он будет рассказывать о графен, буквально очень кратко скажу одну вещь. Вот у нас в таблице Менделеева есть огромное количество элементов, но есть всего 4 элемента, которые очень сильно выделяются. Это кислород, водород, азот и углерод. Они выделяются по целому ряду соображений. Первое, если мы возьмем биологическую субстанцию, то нет биологической субстанции, вот нас с вами, где бы не было этих элементов 4. Вот неорганика, металл, они более простые, мы более сложные, но у нас обязательно есть водород, кислород, углерод и азот. И каждый... и деньги нужны еще. Ну, деньги, да, это уже следующий этап. Но надо, чтобы сначала были эти элементы. Но теперь, что важно, эти элементы уникальны, потому что, смотрите, водород и кислород – это, с одной стороны, вода, вообще необъяснимая вещь, а с другой стороны, гремучий газ. Дальше. Кислород – это окислитель. Все горение происходит благодаря ему. И наше с вами старение – это тоже процесс окисления. Кислород играет свободный радикал и главную роль. Теперь, азот – это энергонасыщенный материал. Это удобрение и взрывчатка. Любая взрывчатка, а если его еще сжать, например, на алмазах наковали, то там запас энергии вообще к атомной приближается. Это азот. А углерод вообще уникальный материал. С одной стороны, это алмаз, самый твердый материал, а с другой стороны, это графит, высокотемпературное дело. А с третьей стороны, это фуллерен, сложнейшая вещь, и графен. Это такая вот сеточка, за которую наши соотечественники, однослойный атом, получили Нобелевскую премию. Вот он сейчас Толщиной в один слой атомный, да. Вот. Но мы там дальше пошли, да, и там на этот слой еще что-то накладываем, да? Вы сейчас нам про это расскажете, да? Да, абсолютно. Пожалуйста. Александр Ильич, пожалуйста. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, глубоко уважаемые коллеги, представьте, что ваш смартфон может анализировать дыхание и мгновенно определять первые признаки болезни. Либо что у вас на одежде есть сенсор, который сообщит вам о загрязнении окружающей среды, когда вы на прогулке. Это звучит немного фантастично, но на самом деле эти технологии уже развиваются, и ключ к ним – это двумерные материалы. Наша лаборатория в Российском квантовом центре МФТИ занимается созданием устройств на основе двумерных материалов, таких как графен, который уже представили. Это кристалл углерода толщиной в 1 атом. И действительно, за новаторские эксперименты с этим материалом в 2010 году Андрею Гейму и Константину Новоселову вручили Нобелевскую премию. Ну и встает вопрос, что же с тех пор нового произошло. И сегодня мы работаем не только с графеном, мы используем и другие, большое количество других двумерных материалов, тоже толщиной 1 или несколько атомов. И мы можем складывать их друг с другом, поворачивать на различные углы, то есть создавать новые материалы буквально как конструктор. И важно, что эти новые материалы, они обладают свойствами, новыми свойствами, которые, что самое важное, что их можно подстраивать под определенные задачи. И в нашей лаборатории мы занимаемся фундаментальными исследованиями, то есть мы исследуем физику процессов, новые какие-то новые эффекты, и эта работа, она уже принесла свои плоды. Сегодня на выставке вам должны показать на стенде «Газпромбанка» материалы, сенсоры из этих материалов и рассказать про возможности применения. Например, их можно использовать для приборов ночного видения. Основное преимущество использования двумерных материалов – это в 15 раз больше чувствительности, что значит, что в темноте вы можете задетектировать, например, объект на значительно большем расстоянии. Помимо этого, технологии на основе двумерных материалов, их можно использовать и в медицинских технологиях. Создаются сенсоры на основе, биосенсоры на основе двумерных материалов для детектирования биомаркеров заболеваний как в крови, так и в дыхании. И благодаря тому, что они малого размера и гибкие, их можно встроить в носимую электронику либо в одежду и непрерывно мониторить, например, дыхание человека. Уже существуют сенсоры на графене, которые высоко чувствительные, и они детектируют на ранних стадиях такие заболевания, как
рак легких и туберкулез, анализируя дыхание человека. Вот. И наш пример показывает, что изучение таких новых материалов и эффектов, которые в них происходят, они позволяют создавать что-то принципиально новое. То есть не повторять старые технологии, не как-то их модернизировать, а получать устройства, которые значительно превосходят по своим характеристикам существующие аналоги. И мне кажется, что принципиально важно поддерживать именно фундаментальную науку, которая позволяет, дает миру эти открытия, которые уже затем позволяют создавать и устройства, и, как принято говорить, они позволяют, благодаря своим уникальным характеристикам, они уже позволят обогнать на повороте, добиться лидирующих позиций и, как результат, достичь отечественных высокотехнологичных продуктов. И тут я бы хотел отметить два момента. Во-первых, хотелось бы, чтобы с запросом на такие материалы с какими-то характеристиками приходили индустриальные партнеры. То есть они, например, говорили бы нам, какие нужны параметры, какие материалы им интересны. И мне кажется, в таком случае быстрее получатся эти устройства, которые можно внедрить. Вот. И я знаю, что в этом направлении уже ведется определенная работа. Да, я бы еще все-таки хотел осветить, что как я это вижу, как можно было бы решить эту задачу. Ее можно было бы решить так, чтобы создать некую цифровую платформу, я бы даже так сказал, как marketplace, на котором встречались бы научные коллективы и индустриальные заказчики, и пытались найти общий язык. И я вот знаю, что непосредственно такие работы уже ведутся, и хочется надеяться, чтобы их поддержали и дальше. А второй момент, который хотелось бы отразить, это то, что вот этот переход от одного уникального устройства к серийному производству, оно, безусловно, требует отладки каких-то технологических процессов. И обычно это происходит в чистой зоне университета, либо в центре коллективного пользования. В МФТИ у нас есть доступ к чистой зоне, там мы можем собрать устройство, потом его протестировать, например, опубликовать статью, и студенты, аспиранты, они будут очень рады, поскольку это им дает, они легко могут защитить диплом и диссертацию. Но, однако, если вы хотите перейти от одного вот этого устройства, которое обладает уникальными свойствами, которое было создано в лаборатории, которое сделал какой-то очень талантливый молодой исследователь, к, например, 10 с одинаковыми параметрами, это требует наладки этого технологического процесса. И мне кажется, что решить эту задачу можно было... И почему я так говорю? Потому что, например, в Российском квантовом центре и в МФТИ наши коллеги, они успешно проходят этот путь. Но в масштабах страны, мне кажется, что эту задачу можно было бы решить, если бы создавались некие площадки, платформы, где можно было бы отработать эти технологические процессы, например, в коллаборации между вузами, либо коллаборацией между вузом и индустриальным партнером. И такие центры, они бы позволяли делать этот трансфер технологий и делали бы проще достижение майских указов ваших в сфере технологического лидерства. Спасибо. Я сейчас не буду вдаваться в сферу сенсоров. Это чрезвычайно важное направление в очень широким спектром применения, очень важно. Но, слава богу, у нас это направление развивается, в том числе с вашей помощью. Что касается создания цифровых платформ, где могли бы взаимодействовать, обмениваться информацией, видеть запросы индустриальных партнеров и возможности наших научных школ и производителей, вот это очень важно, точно. Если этого не хватает, то это, конечно, надо сделать. Я сейчас обращаюсь к своим коллегам из правительства, из Академии наук. Надо объединить усилия, и это несложно. Это несложно. Точно должно быть сделано, и прошу на это обратить внимание. По поводу загрязнения окружающей среды, вы сказали, что иметь сенсор во время прогулки, который нам бы говорил о том, какова окружающая среда вокруг и так далее. Вы знаете, это очень важно.
особенно если все благополучно. Но у нас иногда самый простой прибор – это нос. Когда люди выходят недалеко от свалок, здесь не нужно сенсоров никаких. Такой запах идет от этих свалок, что и так все ясно. Но тем не менее, сфера применения того, чем вы занимаетесь, конечно, очень большая. И когда вы сейчас сказали, что можно на ранней стадии диагностировать просто по анализу дыхания человека, допустим, на ранних стадиях какие-то онкологические заболевания легких или еще что-то, конечно, это революция. Это просто революция. Все сделаем, чтобы вам помочь. Большое спасибо. Вам спасибо большое. Владимир Владимирович, сенсоры как минимум нужны на то, что не пахнет, что носом не определить. Вы знаете, я хотел бы сказать только одно слово по этому поводу, напомнить. Когда говорил о платформе, это очень важная вещь, но у нас академическая модель науки, не вузовская. И я хочу напомнить, что физико-технический институт изначально, когда он создавался, он был задуман очень просто. Каждый факультет, каждая часть, они имели базовую организацию в виде крупного научного центра. И в этом и была сила физтехнической школы. И мне кажется, что сегодня, занимаясь платформой, что крайне важно, современно и цифрой, и искусственный интеллект, надо не забыть и восстановить, и поддержать эту систему. Потому что самый простой путь внедрения результатов фундаментальных наук – это контакт с реальным институтом, который создает то, что используется в промышленности. И это наш советский опыт, крайне важный и востребован. Почему физтех и ценится так во всем мире? Мне кажется, что надо это поддержать всячески, и это будет правильно. Спасибо большое. Вы знаете, следующее слово я попрошу сказать Надежду Васильевну Потехину, начальника лаборатории материаловедения НИИ НПО «Луч» Росатома. Я хочу сказать, что, вы знаете, мы говорим о материалах, и все ядерные технологии, любые, о чем бы вы сейчас не говорили, они упираются в создание материалов. Мы создали материалы, поэтому реализовая атомный проект и наш дальнейший успех в ядерных технологиях связан с материалом. Пожалуйста, Надежда Васильевна. Благодарю, Михаил Валентинович, за переданное слово. Сегодня уже отмечалось, что современное материаловедение действительно призвано воплотить самые смелые и даже фантастичные идеи ученых и инженеров. Атомная отрасль, 80-летие, которое мы празднуем в этом году, всегда была колыбелью материалов-рекордсменов. И эта колыбель с самого начала находилась в руках крупных ученых-материаловедов. Сейчас эти знания бережно хранят Курчатовский институт и предприятия Росатома. Благодаря накопленному опыту, те задачи, которые решаются на предприятиях Росатома, не ограничиваются только лишь созданием новейших материалов для атомной отрасли. Круг задач чрезвычайно широк. И мне бы хотелось, чтобы сейчас каждый из вас ответил себе на такой очень простой вопрос. Давно ли вы смотрели на звездное небо? И не просто смотрели, а задумывались над тем, насколько высоким должен быть уровень технологий, чтобы обеспечить долгий полет до Луны или до Марса, а желательно и туда, ну и, конечно, вернуться домой. Насколько выносливыми должны быть функциональные материалы, которые работают в очень серьезных условиях, как по температуре, так и по механическим нагрузкам, и еще должны обеспечивать работоспособность довольно серьезных установок. Наш коллектив занимается именно такими материалами. Это тугоплавкие металлы и их сплавы. Эти материалы можно сравнить со спортсменами-экстремалами. Они надежны в особых условиях эксплуатации. Это температура выше 1300 градусов Цельсия, серьезные механические нагрузки и радиационное воздействие. Наши материалы являются сердцем новейших видов уникальных высокотемпературных ядерных энергодвигательных установок. Мы считаем своим достижением разработку технологий и оборудования для создания монокристаллических заготовок сложной формы.
Это обеспечило надежность их свойств при недостижимых ранее температурах и нагрузках. Именно комплекс механических свойств и радиационная стойкость выгодно отличают наши материалы. Надо сказать, что мы, конечно, не останавливаемся на достигнутом. Мы видим успехи наших китайских коллег в области тугоплавких сплавов. Эти работы нас, безусловно, подстегивают, ведь ученые — это тоже в некотором роде спортсмены, и нам важно сохранить свое лидерство. Надо сказать, что уже сейчас развитие наших работ позволило создать материал для использования в перспективных двигательных установках для высокоскоростных полетов в воздушной среде. Для тугоплавких металлов ранее это было недостижимо, и мы активно работаем над увеличением ресурса таких материалов. Конечно, научное значение наших работ не заключается только в создании определенного состава сплава, ведь форма изделия, она также бывает сложна. И здесь мы, как и коллеги, применяем современные аддитивные технологии, цифровые методы. И, может быть, к сожалению, на наш взгляд, кажется, что, к счастью, для тугоплавких сплавов невозможно использовать уже существующие принтеры. Именно поэтому нами были спроектированы специальные аддитивные установки, которые позволяют качественно работать с такими материалами. Конечно, те разработки, о которых я сейчас говорила, они имеют малый объем производства. Но ведь перспективы применения тугоплавких сплавов, они не ужимаются только лишь в очень узкую специальную область в космосе. Конечно, нет. Мы надеемся, что будущее поколение молодых специалистов уже будут трудиться над разработкой миниатюризированных энергетических установок. И, возможно, эти работы будут в тесном сотрудничестве с Российским научным фондом, с коллегами из Курчатовского института и из профильных вузов. Даже сейчас уже большая часть таких амбициозных работ, она находится в руках молодых специалистов, молодых инженеров. И сегодня я рада представлять такой коллектив. О чем может мечтать молодой коллектив с такими еще, в общем-то, юными душами? Конечно, о том, чтобы то, во что они складывают свои знания, время, нервы и иногда даже здоровье, получалось. Чтобы наши тугоплавкие сплавы покорили космос, выполнили там свое назначение и обязательно нашли свое применение в обыденной, в земной жизни. А это невозможно без развития российской сырьевой базы тугоплавких, без активного внимания и такого трепетного отношения производства и промышленности. А мы, в свою очередь, уверены, что уникальные российские разработки с нашими тугоплавкими сплавами обязательно найдут достойный отклик в мировом научном сообществе. Благодарю. Правильно я понимаю, что вам как раз и нужны вот эти редкие редкоземельные металлы, да? Да, все верно. Что предлагаете, что будем делать? Развивать наши месторождения. Вспоминайте о них. А вы изучали вот эти месторождения? Хотя бы так вот интересовались, где, что, как можно добывать? Кроме Якутии. Якутия, все знают, наверное, что есть. А кроме Якутии? Я расскажу один секрет. Я геолог. Я с геологического факультета МГУ имени Ломоносова. Поэтому, да, изучали, конечно. И мы очень надеемся, что все-таки молибдено-вольфрамовое Тарнаусское месторождение, оно воспрянет духом. Наша кафедра в свое время там очень много работала. Ладно, хорошо, я тоже это имею в виду. А что все-таки с полетами на Марс? Можно долететь туда живой клетки и вернуться назад? Только по-честному. Надо же узнать, что там. Где? На Марсе? Там. Так на Марс эти аппараты летают, летали уже не один раз. Клетка может долететь туда, живая, и вернуться живой? Но мы надеемся, что сможет. А уж долго ли она там протянет, это другой вопрос. Вот с учеными. Как
как быть с учеными? Вот так, понятно. Тяжело вам приходится, Михаил. Просто мне некоторые коллеги говорят, что это невозможно. Невозможно. Значит, когда-то Королев думал об этом, говорил, что нужно в водяной оболочке лететь, тогда клетка долетает туда и обратно. Но это невозможно в силу того, что аппарат получается такой огромный, что его не запустить и не транспортировать туда даже с помощью разрабатываемых нами ядерных двигателей для космоса. Большой аппарат получается. А вот других материалов вроде как и нету, которые защищали бы биологический материал, живую клетку. Нету? Это, возможно, наши планы на будущее. Хорошо. Нужно выделить финансирование, так я понимаю. Хорошо. Вам спасибо большое. И, конечно, все, что касается вашего направления работы, токоплавки и сплавы, это чрезвычайно важная вещь. Это мы прекрасно понимаем. В правительстве коллеги понимают. Будем все делать все, чтобы помочь вам, поддержать. Спасибо большое. Знаете, вот двигатели космические, надо сказать, что мы всегда были в этом смысле впереди планеты всей. У нас все спутники станции «Космос» летали с ядерными установками на борту. И сегодня у нас вот вместе с Росатом и с Академией мы развиваем двигатели безэлектродные, ракетные двигатели, плазменные, совершенно другого типа. И в этом смысле они должны обеспечить функции буксира, который будет лететь к Луне или Марсу. Мы как-то с вами говорили, что мы летаем в космос сегодня, как Мюнхгаузен на ядре. У нас двигатель РД дал там несколько сотен секунд ускорения, по баллистической траектории полетели. Посчитали неправильно, промазали, в Луну не попали. А нам нужен другой двигатель, который может баражировать. То есть мы можем ускориться, замедлиться, причалить к астероиду. Вот эти двигатели, у нас прототипы есть и двигаются много десятилетий, мы этим занимаемся. И сейчас, я думаю, вот вместе с Академией и с Росатом мы имеем шансы вот это сделать и энергетику на Луне поставить. И в этом смысле тогда у нас будет и на чем причалить, и энергетику на Луне, чтобы там разворачиваться. Есть специальные варианты станций совершенно нового принципа. Вот это очень важные вещи, материалы, которые говорили. Но я возвращаюсь, поскольку вы об этом сказали, хочу еще раз, Алексей Евгеньевич, отчитаться о выполнении поручений, чтобы ни у кого в зале не было сомнений, что все вопросы решены. Я просто хочу напомнить, что полтора десятилетия назад, когда реформировался Росатом, Владимир Владимирович предложил тогда Сергею Владимировичу Кириенко и мне провести реорганизацию. Мы были в одно целое в Средмаше в свое время. Поскольку формировалась коммерческая компания, современная, высокотехнологичная, то было решено науку оттуда вот в виде Курчатского института выделить с целым рядом институтов и создать первую национальную лабораторию Курчатский институт. А дальше мы сегодня, что было очень важно, в сложном, после вот того периода реорганизации, мы сегодня снова объединились в качестве новой, исключительно эффективной, современной формы. И это есть залог успеха, как раньше атомно-космический проект был, потому что была головная организация, научный руководитель, и это был тесный контакт. И сегодня мы практически восстановили, и вы это поддержали активно, вот эту систему. Я думаю, это залог успеха нашего сегодня. Вы знаете, вот у нас последний выступающий, Валентин Павлович Ананников, руководитель лаборатории Института органической химии Зеленского, Академии наук. Я попрошу вас рассказать вот про химию. Владимир Владимирович начал с химии, и вы сейчас на ней закончите. Пожалуйста. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, глубоко уважаемые коллеги и гости, сейчас важное влияние на развитие химии оказывает приложение искусственного интеллекта и цифрового моделирования. Вокруг искусственного интеллекта много шумихи, возможно, много даже завышенных ожиданий. Ну, кто не слышал про искусственный интеллект? Все уже слышали по много раз. Но очень важно в этой шумихе не пропустить ответственный поворотный момент, который именно сейчас в этой области назревает. Сейчас для искусственного интеллекта наступает так называемая эпоха «для».
искусственный интеллект перестает быть самоцелью. Он становится инструментом для развития практических задач. Искусственный интеллект для химической промышленности, искусственный интеллект для медицины, искусственный интеллект для решения вопросов экологии. Мы вплотную подходим к новому технологическому этапу, когда применение цифровых алгоритмов является ускорителями для инновационного развития. Должен сказать, что этот этап, новый этап научных исследований в нашей стране пришел на подготовленную почву. Созданный по вашей инициативе Российский научный фонд активно способствовал росту научных компетенций. Очень приятно видеть из вашего доклада, что программы фонда постоянно развиваются. Поддержка фонда со стороны фонда молодых ученых имела очень важную роль для наращивания кадрового потенциала. Обращаясь к студентам и к школьникам, которые тоже, наверное, посмотрят эту передачу, я хочу им сказать, что вы можете смело идти в науку. Для вас со стороны государства есть адекватная поддержка научного трека вот со стороны фонда и других программ. Очень много вопросов звучит по поводу образования, особенно в разрезе вот такой высокоинтеллектуальной сферы. Очень удачный пример, о котором хочется сказать, это развитие фундаментальных алгоритмов искусственного интеллекта в университете Иннополис, их практическая реализация в лабораториях Казанского научного центра Российской академии наук. Что очень важно, это подкрепляется школьной программой «Физматхим» при поддержке руководства Республики Татарстан. Это может стать очень интересным пилотным проектом для кадров вот в этой области. Что касается химической промышленности, безусловно, это важнейшая для человечества сфера. Хотелось бы, чтобы вклад химической промышленности в экономику нашей страны возрастал год от года, в том числе обратить внимание на новые области, которые сейчас зарождаются, которые будут составлять основу химических технологий в ближайшем будущем. Если говорить о проектах в области цифровой химии, такой проект реализуется. Цифровая химия при поддержке Минобрнауки, это крупные гранты. Он реализуется в Институте органической химии имени Зеленского Российской академии наук, направлен на внедрение цифровых алгоритмов в химию и создание новых химических технологий. Был разработан самый активный в мире гетерогенный катализатор для реакции кросс-сочетания. Эти реакции востребованы в синтезе лекарственных препаратов, в получении материалов для энергетики и новых интеллектуальных материалов. Этот рекорд уже 2 года держится. Впервые разработана нейронная сеть, которая по фотографии вещества определяет его химическую формулу. Это востребовано в системах контроля качества химической промышленности. Когда я был школьником, мне вспоминается, я очень любил рассматривать порошки под микроскопом, пытался углядеть в них химическую структуру. Но... Какие порошки? Соль, соду, медный купорос. И пытался углядеть в них химическую структуру, что, конечно же, невозможно. Вообще в наше время вот это невозможное с помощью нейросетей становится возможным. Если можно было бы вернуться назад в прошлое, снова выбрать свой жизненный путь, я бы снова выбрал научные исследования. Именно сегодня столько много интересного в этой области у нас открывается. Я должен сказать, что касается искусственного интеллекта, в нашей стране достаточно сильные позиции. Коллеги из Росатома, коллеги из Курчатовского института активно развивают эти направления. Компании Сбера на уровне языковых моделей поддерживает развитие искусственного интеллекта, в том числе для химических приложений. Это что касается каких-то вот наших достижений, положительных моментов. Теперь проблемная, о которой я хотел бы поговорить. Ключевая проблема, камень преткновения для многих химических проектов – это масштабирование химического синтеза. Наши научные проекты, они с большой эффективностью дают уникальные материалы с очень полезными практическими свойствами, но в количестве граммов. Нам надо научиться быстро переходить от граммов к тоннам. Именно технологии масштабирования – камень преткновения для многих проектов. У нас не так много целенаправленных исследований по разработке технологий масштабирования, особенно по созданию универсальных технологий масштабирования, которые потом можно было бы применять для большого количества химических процессов. Это отчетливо видно для малотоннажной и микротоннажной химии. Это область, где синтезируются вещества в количествах от нескольких тонн до 1000 тонн, но их нужно очень много. Ассортимент этих веществ очень большой, их несколько сотен, их количество будет все время пополняться. И здесь нужно научиться очень быстро масштабировать химический синтез. Здесь нейронные сети и приложения искусственного интеллекта могут сыграть решающую роль. Искусственный интеллект – это объединяющая технология. С помощью искусственного интеллекта можно моделировать материал, катализатор для его синтеза. Что очень важно, можно создать цифровую копию реактора, где этот химический синтез можно осуществить. Для микротоннажной химии этот реактор, он небольшой, его можно полностью напечатать в камере 3D-принтера. Это революционная возможность. Традиционная сборка реакторов из множества компонентов, их надо заказывать. Раньше распределять эти заказы, потом еще собирать
все вместе, здесь цифровая копия сразу превращается в химический реактор. Это очень важная роль искусственного интеллекта. Он может ускорить внедрение результатов научных исследований на практике. Причем для этого у нас есть сейчас все возможности. Со своей стороны обращаюсь с предложением обратить на это внимание, возможно, создать программу целенаправленной поддержки, внедрения цифровых инструментов для решения задач, которые стоят в химии, и для масштабирования химических реакций. В заключение хочется сказать несколько слов. Наверное, некоторые идеи и некоторые проекты, которые вытекают из искусственного интеллекта, они кажутся фантастичными, но то, что было фантастикой вчера, является реальностью сегодня. Понятно, что сейчас нам нужно догонять, наверстывать и замещать различные технологии в химии, по крайней мере. Но самый лучший способ догнать – это сыграть на опережение. Если мы вовремя, прагматичным образом все самое ценное, что дает искусственный интеллект, внедрим на практике, это ускорит наше технологическое развитие, поможет нам сделать технологический рывок и прочнее свяжет между собой науку и промышленность. Спасибо за внимание. Валентин Павлович, правильно? Да. Вот скажите, пожалуйста, а что нужно вот для того, чтобы создать вот эту цифровую программу цифровых инструментов для тиражирования тех технологий, о которых вы сказали? Что нужно сделать? Вот кто конкретно и что конкретно должен сделать, чтобы она была создана? Потому что вопрос очень важный. Он чрезвычайно важный. Малотоннажная, значит, микротоннажная химия. Но это просто то, что надо сейчас. Нужно разработать нейронную сеть, которая по химической реакции будет моделировать химический реактор. Такие разработки, они уже начаты, успешные примеры есть. Нужно собрать достаточный массив данных по химическим реакциям, по катализаторам, и по конструкции реакторов. Потом нейронная сеть позволяет объединить, это сквозная технология, это ее достоинство. Она эти данные обрабатывает и предлагает модель реактора по химической реакции, которую надо масштабировать. Причем, что интересно, она предлагает очень оригинальные формы реакторов, не такие, какие приходят в голову человеку. И эти формы, они достаточно сложные, но на 3D-принтере их можно напечатать. Это вот уникальная такая объединяющая технология. От реакции мы переходим к реактору. Кто должен участвовать в этом процессе создания вот этих? Здесь должны участвовать химики, технологи и программисты. Значит, ну это, видимо, с помощью при координации Академии наук, да? У нас нет микрофона, нет? Есть. Дайте микрофон, пожалуйста. Да, пожалуйста, вот сюда. Президенту Академии. Не, дальше, левее. Да, вот сюда. Да, Владимир Владимирович, это сейчас передовые такие направления, которые очень востребованы. И, конечно, мы такие работы ставим сегодня, и ставим по госзаданию, и совместно с РНФ для того, чтобы вот целые цифровые базы данных создать по химиям, по катализаторам, и потом уже обучить нейронные сети, чтобы это делать. А дальше, как только ты делаешь минимальное, вот уже с Росатомом, чтобы он уже на большие мощности выходил. Ну, я хочу понять, как нам запустить этот процесс, как помочь вот коллегам, потому что, помогая им, мы помогаем себе. Вот что нужно сделать? От правительства что нужно? Скажите. Деньги, я понимаю. Тогда скажите, сколько? И кто будет участником этого процесса? Вот реально, конкретно. Ну, чтобы ускорить, конечно, нужны ресурсы. Мы тогда с Валерием Николаевичем еще сейчас поработаем для того, чтобы на это направление больше направить ресурсов. Да. Владимир, разрешите? Да. Мы в рамках нацпроекта с Валерием Николаевичем как раз обсуждали, когда слушали господина Ананникова, и договорились, что в рамках нацпроекта можем включить такое мероприятие. Просто как отдельную себе задачу вот, поставим. В рамках нацпроекта новые материалы и химия. Да. Хорошо. Обязательно возьмем это как задачу. Потом я вас прошу, мне проинформируйте, что происходит вот в реальной жизни, что вы делаете. Да, пожалуйста, Алексей. И, Владимир Владимирович, хотел доложить, что такой опытный образец есть, и он будет вам сегодня на выставке продемонстрирован. Очень хорошо. Ладно, спасибо большое. Спасибо. Так что будем двигаться. Спасибо. Да, вам спасибо. И вот то, что вы сказали, что если бы удалось все начать сначала, я бы опять выбрал путь научных исследований. Здорово. Да, вот можно только позавидовать. Спасибо вам большое.
Вы знаете, Владимир, спасибо большое, всем спасибо. Заканчиваю. Вы знаете, я одну реплику в заключение бы бросил вот о чем. Вы знаете, очень часто говорят, что век физики прошел, пришел век биологии. И это ошибка. Дело заключается в том, что вот у нас недавно Владимир Владимирович... Академик там ошибся, да? Это он сказал. Так он тогда, это было очень давно, тогда так казалось. А сейчас совсем не так. Объясню почему. Дело заключается в том, вот вы не так давно проводили совет президентский, да, по науке, образованию и так далее. Там обсуждалась важность, естественно, научного физико-математического образования. И я хочу сказать, что, понимаете, не век нам пришел там чего-то другого. Физика и математика – это универсальный язык науки. Вот у меня был один знакомый, известный теоретик, академик, он уже умер, он всегда говорил, вот любая область знаний человеческих, она зоологична. Почему? Потому что она описательна. Вот вы бабочку поймали, померили, что-то посмотрели, даже в микроскоп, она описательна. Любая область знаний становится наукой тогда и только тогда, когда в нее приходят физические методы исследования, математический аппарат для описания. И сначала первый этап развития физического материаловедения – это было металловедение. Это возникает в нескольких случаях. Первое. Запрос. В 30-е годы надо было новые металлы для самолетов, для подводных лодок, автомобилей. И это был запрос цивилизационный. Наука пошла туда, и возникло физическое материаловедение. Черная металлурга объединилась с физикой и математикой. Дальше, пока это двигалось, и мы получили весь сегодняшний мир, машиностроительный, самолетный, авиационный, ракетный, в это время открыли полупроводники. И физика с математикой сменила объект. Она пришла в полупроводники. Произошел огромный прорыв, научный и по сути. Но в это время, вот в эти годы, пока развивалось полупроводниковое материаловедение, второй этап, мы начали жить активно. Это не было еще при этапе. В третьем этапе развития физического материаловедения. Это биоорганические материалы. И сегодня мы живем в эпоху биоорганического материаловедения. Но если мы хотим быть успешны, мы должны усиленно готовить людей, естественно, научно образованных. И я вот заканчиваю, хочу сказать, мы с Сергеем Семеновичем уже много лет назад запустили курчатские классы. В Москве было 39 школ. Сегодня в нескольких десятках субъектах Российской Федерации существуют академические школы, которые созданы Академией наук, и курчатские классы. Мы сейчас объединяем бренды, а суть в том, что мы готовим людей именно вот как бы с упором на базу естественно-научную. Потому что если человек не знает химии, физики, математики, он бесполезен в любой области. А если он эти три вещи знает, то он тогда. Поэтому я думаю, что вот наш этот проект курчатских классов, который в Москве был отработан, и сегодня тиражируется и в Крыму, и в Севастополе, и на Дальнем Востоке, он очень успешен вместе вот с академическими гимназиями сейчас. Я думаю, что это очень важная вещь для усиления роли, естественно, научного образования, а значит, создание уникальных материалов, сохранение лидерства нашей страны во всех направлениях. И я закончить нашу дискуссию хотел бы тем, что было только что сказано коллегой слева от меня. Чтобы быть успешными, нужно играть на опережение. Успехов! Вы знаете, понимая, в каком мы живем сегодня мире и в какой ситуации, жестком графике живет Владимир Владимирович, давайте поблагодарим его за то, что он провел с нами столько времени. И пожелаем ему здоровья и успехов. Спасибо большое за приглашение.